Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю в такой прекрасный и солнечный день приготовить дома настоящую итальянскую пиццу. Ингредиенты, как всегда, будут простые, рецепт легкий, а ферментация в тесте будет длительная. Кстати, тесто для такой пиццы можно хранить в холодильнике до 3 дней и пользовать его по мере необходимости. Секрет пиццы всегда кроется в ее тесте, поэтому очень важно научиться готовить настоящее тесто для пиццы. А в конце видео вы найдете несколько вариантов, с какими начинками можно готовить пиццу. Классическую маргариту или римскую с картофелем и розмарином. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Для теста нам понадобятся простые ингредиенты, полный список которых вы найдете в описании к видео. Итак, начнем приготовление теста. В 1 литре воды комнатной температуры растворите 1,5 грамма свежих дрожжей. Добавьте 1 столовую ложку сахара и все хорошо перемешайте. Насыпьте в чашу 1 кг пшеничной хлебопекарной муки и в отдельной чаше смешайте 45 грамм соли морской крупной и 500 грамм муки манитобы. Мы будем порционно смешивать воду с разведенными в ней дрожжами с пшеничной мукой. Это оригинальная итальянская рецептура теста. Обратите внимание, как интересно, что на 1,5 килограмма общего веса муки мы используем всего лишь 1,5 грамма свежих дрожжей. Тесто будет потрясающее, результат вас поразит. На данном этапе нам важно перемешать все ингредиенты, чтобы тесто у нас было без комочков, насыщено кислородом. Оно будет жидкое и липкое, потому что мы смешали только одну часть муки. И в этот момент наши дрожжи уже начинают работать, поэтому на данном этапе соль мы не добавляем. Вот такими движениями вы сможете обогатить ваше тесто кислородом. Все ингредиенты хорошо перемешались, теперь добавляем манитобу, смешанную с солью. Если у вас нет манитобы, то вы можете использовать любую муку с высоким содержанием протеина, около 13-14 грамм. Аккуратно, порционно вмешиваем ее в тесто. Это основной замес теста, поэтому не жалейте своих сил, приложите максимум своего старания, и тесто у вас получится идеальное. Теперь, по совету итальянских пиццайоло, мы должны промесить хорошо вручную тесто в течение 15-20 минут. Вот несколько способов, как пробудить глютен в муке. Пробуйте и повторяйте. Следующий способ, вы можете комбинировать их. Это не сложный процесс, а очень даже приятный. Кстати, детки тоже могут вам помочь. Ведь так приятно делать что-то вместе. Со временем вы заметите, как тесто начнет менять свою структуру. Оно будет более эластичным, более мягким и более комфортным в работе и не липнуть к рукам. Последние манипуляции с тестом, посмотрите, оно уже совсем поменяло свою структуру. Готовое тесто перекладываем в чашу, смазываем оливковым маслом
Затем накрываем крышкой или пищевой пленкой и оставляем на час при комнатной температуре. Подготовьте заранее глубокий противень, присыпьте его семолой или мукой. 1 час прошел, тесто немного поднялось. Теперь выкладываем его на рабочую поверхность. Это количество теста нам нужно будет разделить на порционные кусочки, которые в последующем превратятся в пиццу. Классический вес теста для пиццы маргариты или наполитано – это 280 грамм, поэтому кусочки я буду взвешивать. Ох, слишком большой, приятель! Вот так-то лучше. Каждый кусочек теста сворачивайте в шар. Подготавливайте форму для нашей будущей пиццы. Из такого количества теста у вас получится примерно 8-9 кусочков. И да, вы правы, это 8 или 9 будущих пиц. Представляете? Возможно, некоторые из вас подумают, что это слишком много, но я вас уверяю, тесто будет невероятно вкусное, пицца получается потрясающая. И также еще один плюс – это тесто вы можете хранить в холодильнике до 4 дней. И смело им пользоваться каждый раз, когда вы захотите приготовить новую пиццу. Кстати, некоторые пиццайолы в Италии экспериментируют и оставляют это тесто ферментироваться на 7 дней, представляете? Но по моему опыту 3-дневное тесто я люблю гораздо больше, чем тесто, которое приготовилось в первый день. Теперь накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре на 6-8 часов, лучше на 8, конечно. Затем мы сможем попробовать уже сегодня спечь первую пиццу. Теперь подготовим соус для пиццы. Это ингредиенты, которые нам понадобятся. Полный состав вы сможете найти в описании под видео. Нам понадобятся очищенные без кожи помидоры пилатти итальянские. Я использовала 2 банки. Нужно будет добавить листья базилика, у меня фиолетовый, можете взять зеленый, перец, соль, немного сахара. Все добавляйте по вкусу, потому что этот соус – это основа нашей пиццы, поэтому он должен быть очень вкусный. И нам нужно будет пробить только помидоры и базилик немного погружным блендером. Чтобы кусочки помидор все-таки оставались, добавьте сушеный орегано, если у вас есть свежий, тоже можно добавить. Перемешайте все хорошо, попробуйте, если нужно будет, добавьте соль. Вот такой пюреобразный соус у нас получается. Кстати, его тоже можно хранить в холодильнике пару дней. Также мы заранее подготовим картофель ко второму варианту пиццы. Это будет римская с картофелем и розмарином, одна из моих любимых. Нужно очень тонко порезать картофель вот такими слайсами, как на чипсы. Картофель я нарезала, получились вот такие тонкие слайсы, почти прозрачные. И теперь маленький секрет. Для того, чтобы картофель приобрел изогнутую форму, нам нужно его поместить в холодную воду и оставить в холодильнике на 3-4 часа. Поэтому я вам и говорила, что картофель нужно подготовить заранее. Также, чтобы срезанный розмарин сохранил свою свежесть, храните его во влажной салфетке. 4 часа прошло, посмотрите, какую форму приобрел наш картофель. Слайсы стали изогнутые, лишний крахмал ушел, и они будут очень красиво запекаться на пицце.
И, конечно, перед использованием нужно очень хорошо процедить и просушить картофель. Перед началом приготовления пиццы нужно будет нарезать моцареллу. Можно использовать свежую моцареллу, либо вот такую специальную для пиццы. Она отличается более плотной текстурой и не так быстро плавится при нагревании. Нарезайте такими кусочками, как вам нравится. У меня будут 3 варианта для эксперимента. Для выпекания нам понадобится жаропрочная емкость. Я буду использовать вот такую чугунную сковороду, которая мне досталась от бабушки. Или можно использовать камень для приготовления пиццы, который нужно будет разогреть в духовке на максимальной температуре 20 минут. Также делюсь с вами своим открытием. Это газовый гриль. Пиццу я буду готовить и на нем. Один раз у меня отключили свет, и я решила приготовить пиццу вот таким образом. Конечно, разогреваем тоже на 260 градусов. 8 часов прошло, посмотрите, как поднялось наше тесто. Возьмите пекарную бумагу, отрезанную по вашей форме, и присыпьте семолой. Для тех, кто не знает, семола – это вид муки из твердых сортов пшеницы. Также присыпаем ей рабочую поверхность, берем кусочек теста, присыпаем активно семолой и вот таким образом формуем вручную нашу пиццу. Нам нужно добиться такого эффекта, чтобы у нас оставался воздушный бортик, а серединка была максимально тонкой. Если в самом начале вы хорошо поработали с тестом, то оно будет очень эластичное и легко поддаваться в работе и в кручении. Вот таким образом вытягиваем серединку. Посмотрите, какое оно тонкое и не рвется. У каждого пиццайолы есть своя техника формирования пиццы. Попробовав приготовить пиццу несколько раз, вы уже сможете создать свою собственную. Перекладываю пиццу на пекарную бумагу, немного ее расправляю и даю отдохнуть. В последующем ее можно будет еще больше растянуть. Каждый следующий кусочек будущей пиццы формуем таким же способом. Середина здесь уже довольно тонкая, а край мне хочется сделать потоньше. Вот таким способом. Этот процесс занимает считанные секунды, но это настоящее волшебство. Кстати, это танец этого же теста только после 3-дневной ферментации. На готовую пиццу распределяем соус. 3-4 ложки вполне достаточно. Я советую, не добавляйте и не используйте свежие помидоры, потому что они слишком много дают сока, и ваша пицца потечет. Затем выкладываем моцареллу. Поливаем сверху оливковым маслом extra virgin
И все, такие простые ингредиенты для будущей нашей потрясающей пиццы. Я сделаю еще одну заготовку, чтобы ее приготовить на газовом гриле. Тем временем в разогретой до максимума духовке у нас уже наша емкость для выпекания вот эта нагревалась 20 минут. И теперь мы отправляем пиццу в духовку на 8 минут на максимальной температуре. Вот такая пицца получается из духовки через 8 минут. Вот так она готовится на газовом гриле. Внутри температура 260 градусов Цельсия. Готовится 8 минут. Верхняя корочка, к сожалению, не так сильно поджаривается, но зато нижняя поджаривается потрясающе, очень хрустящая и вкусная. Если хотите, можно добавить рукколу и базилик, конечно. И вот такая получается наша настоящая итальянская пицца, которую вы можете приготовить у себя дома. Ну и, конечно, как и обещала, давайте приготовим римскую пиццу с картофелем и розмарином. Тесто поливаем оливковым маслом и выкладываем подсушенный картофель. Пицца еще не готова, но уже посмотрите, как красиво получается. Конечно, обязательно посыпаем крупной солью активно. Поливаем обильно сверху оливковым маслом extra virgin. Выкладываем розмарин. И выпекать будем таким же способом, как и первую пиццу. В духовке, разогретой на максимум, уже на раскаленной сковороде. Только времени нам понадобится немного больше, от 10 до 15 минут. Следите за цветом картофеля, чтобы он не подгорал. Вот такая потрясающая римская пицца у нас получилась. Наслаждайтесь итальянской пиццей у вас дома. Приятного аппетита!